Молоток аукциониста уже готов был поставить точку в судьбе истощенного дрожащего жеребенка. Толпа смеялась, считая его бесполезным мусором. Но в этот момент вперед вышел бедный фермер и бросил на стол всего одну монету – 5 центов. Так началась история настоящего чуда. Это произошло холодным ноябрьским днем в Кентукки. В зале пахло страхом, навозом и дешевым кофе. В заднем ряду сидел Артур Пендлтон, человек, сломленный жизнью. 2 года назад он потерял жену, лечение разорило его, и теперь он едва удерживал свою ферму от банкротства. Он пришел на аукцион в надежде купить недорогую рабочую лошадь. Но вместо этого увидел жеребенка, кожа до кости, больного, с искривленными ногами. Продавец насмехался, предлагая его хоть за $1. Никто не хотел брать умирающее животное. Когда жеребенок рухнул на пол и остался лежать, в его глазах была не просто боль, полное отчаяние. И в этот момент Артур вспомнил, как сидел у постели умирающей жены, чувствуя ту же беспомощность. Не раздумывая, он вышел вперед и сказал: «Дам 5 центов». Толпа рассмеялась, но сделка была законной. Так жеребенок оказался у него. Артур назвал его «Шанс». Дома началась настоящая борьба за жизнь. Ветеринар сразу предупредила, шансов почти нет. У жеребенка была тяжелая пневмония, истощение, обезвоживание и серьезная деформация ног. Даже если он выживет, ходить нормально он вряд ли сможет. Но Артур не сдался. Он спал рядом с жеребенком, кормил его каждые 2 часа, давал лекарства, согревал. Когда в сильный мороз отключилось электричество, он укутал Шанса одеялами и согревал своим телом, лежа рядом на холодном полу сарая. В отчаянии он почти сдался. Но утром произошло невероятное. Жеребенок впервые встал на ноги. С этого момента началось восстановление. Через несколько недель Шанс набрал вес, окреп и стал двигаться увереннее. Но ветеринар заметила странность. Он двигался иначе, чем обычные лошади. В его беге чувствовалась редкая, породистая генетика. Анализ ДНК подтвердил невероятное. Шанс оказался потомком элитных скаковых лошадей, которые ранее были украдены. Его настоящая ценность была огромной, но вместе с этим пришли проблемы. На ферму приехал миллиардер Ричард Стерлинг и заявил, что жеребенок принадлежит ему. Он предложил деньги, а затем начал угрожать судом. Артур отказался. Он не собирался отдавать того, кого спас. Началась тяжелая юридическая борьба. Вскоре выяснилось, Стерлинг знал о жеребенке, но посчитал его бесполезным из-за болезни, приказал бросить его умирать и получил страховую выплату, заявив, что тот погиб. Теперь, узнав о его ценности, он хотел вернуть его. Чтобы доказать правду, Артур решился на риск. Вместе с адвокатом он вывел Шанса на престижные соревнования, где собрались лучшие заводчики и эксперты. Когда Шанс вышел на трек, над ним смеялись, но стоило ему побежать, все изменилось. Он двигался невероятно быстро, мощно и красиво. Его результат поразил всех. Толпа замолчала, а затем взорвалась аплодисментами. Мошенничество Стерлинга вскрылось публично. Его арестовали, лишили лицензий и осудили. Суд признал, Артур купил жеребенка законно, и Шанс принадлежит ему. Прошло 2 года. Ферма Артура полностью изменилась. Долги исчезли, хозяйство процветало. А Шанс стал чемпионом, побившим рекорды и получившим прозвище «Чудо за 5 центов». Ему предлагали огромные деньги, но Артур отказывался. Каждый вечер он выходил к нему, и жеребец, уже сильный и величественный, мягко прижимался к его груди. И Артур всегда клал в его гриву ту самую монету, напоминание о дне, когда он поверил в того, кого весь мир уже списал. Эта история доказывает, иногда самые ценные вещи – это те, от которых другие отказались.